Добро пожаловать, мои подписчики, мои слушатели. Сегодня я хочу сделать такой мини-обзор на колоду от студии Taroko. И называется она Forest Creatures, или лесные создания, лесные существа. У меня английское издание. Когда я увидела эту колоду, мне очень захотелось ее купить. Она прям такая симпатичная, красочная, яркая. Я люблю такие колоды. Люблю колоды, которые немножко воздушные. Единственное, что вот сразу при открывании, конечно, все у меня здесь взорвалось, поэтому минус за упаковку. Не очень удобные упаковочки. Ну и также мы берем колоду и можем видеть сразу уже начать наше знакомство с картой Дурак. Обычно я по дураку вообще выбираю, в принципе, карты. Но здесь вот изображен такой юноша, беззаботный, счастливый, сидит где-то на ветке, о чем-то мечтает и, по-моему, ни о чем не думает. Маг здесь очень симпатичный. Колода мне не очень сразу понравилась, потому что она тонкая, но, в принципе, вот так же, как Лики Смерти, она такая же тонкая, даже мне показалось, может быть, тоньше. Но, в принципе, вот если мы посмотрим так, то из-за своего вот этого ламината, то есть они вроде тонковаты, но они, в принципе, достаточно качественно сделаны, поэтому нет такого, что ты взял какую-то ерунду. То есть, но стоит она, конечно же, наверное, дороже, чем хотелось бы. Так, маг. Какая у нас интересная дама. Жрица. Что-то изучает. Императрица мне здесь не очень понравилась, то есть у меня нет ощущения, что у нее много всего, какое-то творчество, как-то вот не очень я поняла. Император здесь со свитком, со своими законами, правилами, что-то там вещает. Иерофант, влюбленный. Здесь вообще у меня как-то так ассоциируется, что это какие-то тайные встречи, там тайные какие-то. Колесница, в одной руке копье, в другой девушка держит своего леопарда или гепарда и управляет им. Сила, девушка с таким драконом. Дальше отшельник. Здесь у нас обычно мужской персонаж, здесь у нас женский персонаж куда-то идет с фонарем. Колесо. Справедливость, весы. Повешенный здесь мне очень понравился, так он симпатично изображен, но смерть здесь, конечно, смерть та еще такая агрессивная карта. И не люблю, когда вот кресты какие-то рисуют в картах. Здесь она, что-то мне вообще смерть, если честно, не понравилась, но ладно. Так, терпение. Очень яркие краски, даже камера, я смотрю, это все не передает. Ой, дьявол мне здесь очень понравился. Прям, во-первых, мне понравилось, что здесь такой немножко женский дьявол, да, и мужчина с женщиной связаны цепями, а дьявол как бы поджигает их страсть и все такое. В общем, здорово, прям такая сильная карта. Но башня здесь, конечно, здесь все порушил дракон своими молниями. Колода в таком стиле фэнтези. Я больше думала, что она будет все-таки больше таких фей каких-то, что она будет более воздушная. И, в принципе, да, она более воздушная, но если честно, на удивление, что вроде как-то все вот не так плохо, у меня с ней как-то вот работа не очень хорошо пошла. Обычно у меня воздушные колоды сразу резонируют, потому что у меня воздух ведущая. Но здесь что-то вот как-то я не очень пока поняла в работе, как с ней работать. А дальше вы увидите карты слегка своеобразные. Вот, например, жезлы неплохо сделаны карты, хотя вот тройка вот куда-то уходит, да, человек. То есть он нашел свой путь, как бы, да, хорошо. Четверка, какие-то победы, да, там что-то такое. Но пятерка мне не очень, вот, например, понятно. То есть ощущение, что что-то там прячет человек, куда-то там
боится, какие-то страхи, то есть нет какого-то соперничества, то есть другая немножко, да, здесь сюжет. Но вот жезлы, если еще, ладно, есть семерка, но что она, защищается, эта девушка? Восьмерка движений, хорошо. Девятка. Десятка. Ну, нет, да, вот ощущение, что как бы вот ей тяжело с этими какими-то... То есть здесь десятка такая более положительная, что мне показалось, что вот она нахватала этих дров, веток, и несет и спокойно справляется. Паш очень достаточно милый, такой юный, наивный. Рыцарь здесь более, да, подвижный, чем какой-то там стандартный, может быть, даже, кажется, королева такая симпатичная, король рогатый, туз, чаш, ну, двойка влюбленный, все у них великолепно. Мне не очень понравилось, конечно, вот изображение дамы, какая-то она такая немножко в стиле Барби. Тройка. Все веселятся, великолепно. Вот четверка мне не очень понравилась. Четверка — это обычно депрессии какие-то. Но здесь я не вижу, что девушка в депрессии. Здесь вообще как-то больше на отшельника. Вот это все похоже. Но как бы если знать значение, пятерка тоже это как бы разочарования какие-то там, да, погружение. Ну и что? То есть вот эти кубки, она не... Ну то есть как бы если не знать значение, то очень сложно понять вообще какой сюжет. То ли ей хорошо, то ли ей плохо, чего-то она там грустит. То есть больше вообще сюжет для четверки какой-то такой. Шестерка. Но если вот кубки, жезлы отлично, мне вот не очень понравились монеты как будут. Семерка, в зеркало глядит девица, у нее 7 этих чаш, какие-то иллюзии, фантазии у нее непонятные. Восьмерка, выход из болота. Правда, куда она идет, там вообще темно дальше. Сможет ли она выйти? Девятка, вот девятка тоже, но где праздник, где... Ну, то есть мне вообще непонятно, вот что здесь изображено, надо как-то, может быть... Пока у меня не отрабатывала эта карта, но вот не очень я вижу, что женщина счастлива. Также и десятка, вроде как, ну, как-то и не очень ощущается счастье, и как-то наоборот ощущение, что люди довольствуются малым, сидят там в каком-то маленьком домике. Вот, и как-то вот по-другому. Понравился мне здесь паж, такой красивый. Рыцарь. Бликуют карты, они покрыты таким матовым, очень приятным покрытием. Вот единственное, что у меня руки сухие, они, конечно, скользят в руках при раскладе, не очень удобно, но это просто потому, что колода новая, потом будет проще. Мечи. Вот мечи очень классные, мне понравилось. Смотрите, как будто вот меч изображен, и он в камне, да. Ну, ничего не напоминает, называется. То есть надо приложить определенные усилия. Меч есть, но ты попробуй еще его вытащи из этого камня, чтобы он тебе дался. Девушка с завязанными глазами на двойке. На тройке куда-то мадам собралась решать свои проблемы. Ну, четверка, в принципе, изоляция, отдых, да, можно так сказать. Пятерка, вот там уже идет какой-то бой, сражение. Шестерка, лодочка. Здесь все стандартно. Семерка. Но семерка здесь больше, наверное, кража, да, какая-то убегание, избегание, кража. Вот. Восьмерка, завязанные глаза. Девятка. Ну, десятка. Рыцарь. Королева здесь очень воинственная. Мне понравилось прям. И король тоже. Так, вот пошли монеты. Двойка. Ну, тройка так как-то мне не очень понравилась.
4, но здесь куда-то вот закапывает дама свои сбережения, чтобы никто не нашел в тайне. 5. 6. Вот здесь, кстати, очень интересно, что как будто вот такая темная сторона, светлая сторона, и как бы идет такой немножко обмен, да, он договаривается с чем-то вот с маленькой феей, вот, она предлагает ему ключ. 7. Вот 7 мне не очень понравилась, ну вот как-то, ну не знаю, как-то вот, ну что здесь? 7 это ранние результаты, а здесь они как-то и не видно, что ранние, и тоже никто такой не страдает особо. 8 довольная девушка сидит. 9 все прекрасно, великолепно, чудесно. 10, ну тоже 10, почему-то здесь вот почему-то в этой карте очень много одиноких персонажей, хотя в 10-то и не особо должны быть одинокие персонажи. Здесь у нас Паш учится, наверное, учит чему-то дракону. Его дракон еще маленький, он ничего не умеет, он только его обучает. Рыцарь здесь с конем. Такой смелый, красивый, самодостаточный, сексуальный, красивый. Прекрасно. Королева и король. В целом мне вообще, в принципе, понравилась колода, вот ее изображение, но как-то вот пока в работе я еще ее не до конца понимаю. То есть ощущение, что как-то она пустовата, что ли. Попробую подключить куда-нибудь еще, поработать, может быть, сниму для вас какие-нибудь еще с ней расклады. Пишите свое мнение об этой колоде, работали вы с ней, не работали. Ну а я с вами прощаюсь, ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в других видео. Всем пока!